Друзья, сегодня мы отправимся по следам путешествия, которое было сделано 30 декабря 2021 года. Острова. В тот день точно так же все готовились уже к Новому году, к наступающему 22-му. Но Фавионыч решил отправиться пешком в необычное место. Почему? Я вам сейчас расскажу. С праздником весны вас, друзья! Фавионыч сегодня в Лахте, в отличном красивом месте. Вместе с вами будем разбираться, как же сделать интересные фотографии, в том числе и со вспышкой при ярком свете. Март месяц вообще интересное время года на Земле, поскольку является и некой астрономической точкой, весной, весеннее равнодействие скоро. Но почему же я отправился тогда, друзья? Потому что я прекрасно понимал, что большие перепады температур, которые были тогда ночью, как и сегодня. А сегодня у нас 10-е, насколько помню. Сегодня ночью было больше 20 градусов мороза, а днем потеплеет практически до нуля. И эти такие колебания природные температур в Питере дают очень необычные фотографические эффекты на деревьях. И мы сегодня с вами отправимся как раз в это место по следам того путешествия. Бегут быстро собаки. Похож на лайку. Ты чей, красавчик? Заблудился? Или мимо пойдешь? Да не бойся, не укушу тебя. Ничего я тебе не сделаю хорошего. Человек тоже занимается фотографией. Ну, в общем, полезно. Гуляем, мы тебя пофотографируем только. Чупа потерялся, Алдаха поехал. А вот и Чупа догоняет. Чупа догоняет. Успел отдышаться. Итак, друзья, я вам обещал, что покажу вам место, откуда начался мое понимание о том, какая фотография нравится людям, и действительно многим людям, в том числе и профессиональным фотографам. И мы идем сейчас в это место. Прежде чем туда отправиться, застегнем мои большие пуговицы, молнию и бутони, потому что, несмотря на то, что сегодня ночью было 20 градусов, сейчас порядка 5, но ветер идет с той стороны, где залив, поэтому надо идти аккуратно, следить за направлением ветра. Ну, толщина льда сейчас достаточно большая, поэтому в этих перчатках можно управлять моим пультом, которым я сейчас включаю-выключаю на морозе, чтобы не мерзнули руки. Ну и чтобы мы с вами провели это путешествие в комфортом. Я благодарен всем, кто участвует в развитии канала, кто способствовал. Ну и рано или поздно, я думаю, что начнут приходить донаты на мой Donation Alert, который есть в описании канала, есть в шапке канала, есть под роликами. В общем, найдете для того, чтобы поддержать. Канал существует исключительно на мои средства. Поэтому для тех, кто хочет помочь каналу, для того, чтобы он не просто закончился, а еще и развивался, добро пожаловать. Но мы продолжаем с вами, друзья. В этом месте я снимал массу всяких интересных выпусков, в том числе и с дрона, запуски вот этой заводи, где водятся утки. В этой части мы ходили с вами тоже и летом, и осенью запускали и снимали, тестировали широкоугольный угол 15-миллиметровый с Павлом Мартом как раз. И вот сегодня, видите, тень скоро появится, она в той части. Но, значит, мы движемся вот в ту сторону, где находится остров. И 30 декабря 2021 года я отправился именно потому, что был очень сильный заморозок ночью. И, соответственно, я понимал, что где-то должны быть замерзшие деревья. Но, к моему сожалению, так же, как и сегодня, я этих деревьев не обнаружил, так же, как и сегодня. Но, друзья, у меня был с собой бинокль, и я в бинокль увидел, на сегодня без бинокля, друзья, сегодня без штатива. Сегодня мы с моей легендарной сумкой F-Stop, которая, наверное, единственная в России. Фавионыч опять врет. У него есть еще несколько таких сумок. Для вас попросите, он обязательно что-нибудь для вас придумает. Я уверен. Я увидел этот остров в той части. И это место, поскольку там очень влажно, несмотря на сильный мороз, оно было практически все белое. И я решил пересечь поперек Лахту и добраться до этого острова. Что мы сегодня попробуем с вами сделать. Друзья, я заметил интересный ракурс с рыбаком, куда входит и Газпром Сити, сама вышка, и две палатки. Я хочу сейчас попробовать симметричный кадр сделать. Покажу, какой вам. Постараюсь, чтобы он меня не заметил. Их там двое. Надо делать это быстро. Вот конфигурация, которую я использую. Несмотря на жесткий контровой свет, у меня где-то бленда
одет видоискатель, в который я на самом минимальном уровне вижу всю картинку и могу полностью контролировать не только, ну, собственно говоря, границы кадра, но также могу абсолютно точно контролировать выдержку, потому что это придает устойчивость. И я уже говорил, что сегодня мы без штатива. Штативом является вот эта конструкция и моя голова, которая здесь. Все, что от меня требовалось, это проходящий контровой силуэт, найти точки, о которых я рассказывал, чтобы это вход в кадр был или выход из кадра, и получить некий контровой свет, контровой арт. Но, друзья, сегодня у нас вспышка с собой, поэтому мы будем использовать еще и вспышку МЕЦ. Я говорю, уже можно кремом пользоваться, очками. Женщина загорает. Что? Солнце действительно очень яркое, поэтому загорать можно легко. Друзья, в одном из выпусков с Павлом Мартом, когда мы двигались, мы ходили вдоль этого берега и нашли вот эти деревья, но, к сожалению, погода не очень хорошо подсвечивала все это, и нам не удалось построить красивый цельный кадр, несмотря на то, что там уже было оттепель. Сейчас оттепель есть внизу, но все закрыто снегом, поэтому не видно. Я говорю о том, что я сегодня попробовал построить новые ракурсы, пока мы делаем это без вспышки. Думаю, что Павел и многие зрители, кто смотрел наш канал, мой канал, узнали это место, где Павел делал тесты, первые тесты 15-мм своего объектива IRIX. Там, кстати, тоже сегодня красиво, но пока я туда не решился двинуться. Я хочу добраться до этого острова, который впереди. Несмотря на то, что я вижу, что там нет снега на деревьях, попробуем подойти поближе. Пока я рассуждал о выборе для фотографа, куда же все-таки двигаться к этой цели, которую я себе поставил, или вернуться в более близкое, красивое место вдоль берега, который рядом находится, я заметил силуэт в ярко-голубой куртке, поэтому попробуем сделать еще один снимок с лыжником. Здесь мне придется повернуть, я увидел следы, поэтому пойдем прямо по этим следам. Обнаружился следы вездехода, поэтому мне осталось буквально 50 метров. И мы находимся с вами в Лахте, друзья, в том месте, где я сделал совершенно невероятный снимок, карта, который был сделан в необычное время. Я не хотел туда двигаться, но что-то внутри меня подталкивало меня отправиться туда в путь и в дальнейшем сделать арт, который я выдвинул на конкурс «Лучшая фотография года 2021». Но по прошествии года, в марте месяце, эта фотография сейчас почти 80 тысяч просмотров. И в этом году, в этом месяце она стала фотографией, ее выдвинули в галерею фотографии марта месяца 2023 года. Итак, первая мысль — попробовать вспышку здесь. Здесь контровой свет, солнце будет в кадре, я его закрою, постараюсь закрыть. И вот эти кусты, которые очень красивые в глубину, я хочу подсветить вспышкой. Друзья, пока я безуспешно пытался закрепить, чтобы вам было видно процесс, в общем, у меня там фоторежим включился, и я сейчас показываю вам, что вспышка может перебить даже очень яркий солнечный свет контровой. В контровом свете сейчас видны сережки, снег. Я снимаю в автоматическом режиме, но без замера TTL, потому что я снимаю на 2.8, и вспышка стоит в режиме 5.6. Поэтому, чтобы вы понимали, насколько это мощная вспышка, даже при таком освещении подсвечивает все это. Для того, чтобы подсветить вам вот эти тени контровые деревьев, чтобы прорисовать их. Это достаточно сложно сделать без вспышки. Что я сейчас делаю? Я сейчас пытаюсь перебить свет контрового солнца, очень яркого солнца. Чтобы вы понимали, насколько оно яркое, я вам скажу показания моего экспонометра. То есть вот в контровом свете замер на снег, она показывает, что мне нужно закрываться 1600 на 5.6, вот такая выдержка. Интересно, можно же перебить? Я поставлю сейчас солнце в тень, пытаюсь сделать вот такие сережки. У меня запотевает сейчас видоискатель, вы видите, но это не мешает мне делать то, что я хочу. Слышите? Это птица. Очень похоже на звук тетерева. Поскольку эта зона здесь птицы заказник, можно обнаружить. Я уже вижу какую-то птицу, которая сбивает активно снег. Я уже понимаю, где я нахожусь, где находятся эти деревья. Мы сейчас обходим ту часть, где была хатка бобров. Ну, мы дойдем сейчас до нее, но я увидел еще одно дерево интересное. И здесь нет этих столбов дурацких, поэтому попробуем сейчас тоже с ним что-то сделать. В то время здесь не пройти было, здесь уже были промоины. Осенью мы не могли добраться с обратной стороны, если вы не поняли, мы находимся сейчас на острове. Поэтому все, что происходит сейчас, это в рамках вот этого небольшого острова.
заповедного. Ну вот, друзья, то, что Павел Март всегда ищет, то, что многие фотографы, абсолютно чистый девственный снег. Пока мы туда не дошли, есть только следы небольших птиц и больше ничего. Воспользуемся этой ситуацией. Друзья, какие же еще особенности, когда вы двигаетесь по такой белоснежной пустыне и знаете, что если вы потом увидите какой-то кадр, то уже не сделать будет чистой. Внимательно осмотритесь, прежде чем двигаться. Если вы в прямом направлении не видите какой-то интересный ракурс, повернитесь назад и посмотрите, может быть, в эту часть вы найдете. Но здесь дома, правда, есть красивые облака, но я сюда не пойду. Тем более, вы помните, вот в этой части, на границе прямо воды, я здесь провалился в прошлый раз. Поэтому я пойду по лыжне. Не будем испытывать судьбу. Ну, сейчас, по всей видимости, я вышел на лед. Поэтому, может быть, и даже интересно. Но могу вас поздравить, друзья. Здесь совершенно необыкновенные возможности для такого арт-пейзажа. Я уже увидел дерево, которое может быть даже в некотором роде интереснее, чем то, что я снимал. Но вопрос к вам. Вот можно пойти поперек, да, и сразу выйти на вот те деревья, которые составили арт, где есть гнездо. Но видите, пока это все белоснежная пустыня чистая, я все-таки сделаю вот такой круг, как вы считаете, обойду вокруг и увижу наверняка еще какие-то необычные ракурсы. Я уже их представляю в голове, но я хочу их лично сам увидеть. Здесь значительно проще идти, друзья. Почему? Потому что я иду по ровному льду. Никаких торосов здесь нет. Правда, вот какое-то углубление интересное. Такое, как будто туда что-то затекает. Надеюсь, там... О, кто там? Ё-моё! Ума, ты как туда забрался? Ты как вообще там очутился? Тебя туда что, затянуло, что ли? Вылазь давай оттуда. Мы арт пришли снимать, а ты тут что делаешь? Итак, друзья, что же получается? А получается то, что мы вышли как раз на то место, где я и планировал, с обратной стороны. И деревья, с помощью которых я делал арт, они буквально на следующем острове, через пару сотен метров от нас. Но прежде чем туда двинуться, я вам хочу показать, что вот эта поверхность абсолютно чистая, снежная. И поэтому можно попробовать снять, как всегда, любимый мой минимализм. Вот как это выглядит, видите? Сегодня я в эко, не в адидасе в широком, в узких сегодня кроссовках, но они зимние. Поэтому мне в них тепло, и никаких сложностей, я думаю, что не будет. Но вот эти бугорки мне нравятся, честно говоря. Поэтому если я где-то увижу такой интересный свет боковой с тенями, мы обязательно это снимем все. Смотрите, я обнаружил, у меня камера уже вся мокрая, обнаружил очень интересную камышовую такую заросль здесь на фоне. Попробуем ближе подойти. Друзья мои, пока мы совсем не вымокли, когда вы находите какие-то неинтересные ракурсы, когда вы встречаете уже готовые какие-то части, кажущимися вами интересными, многие бросаются сразу фотографировать и не проверяют оборудование. Но сегодня я заострю ваше внимание на то, что нужно обязательно посмотреть в объектив, поскольку полазили мы хорошо, и он уже достаточно пыльный, надо его протереть. Друзья мои, чтобы у вас было понимание, в каких ярких условиях идет эта съемка, посмотрите на снег. Посмотрите, вон еще один вертолет. Посмотрите в ту сторону. Посмотрите на Рогоз, который на самом деле выше меня ростом. О, так, меня видно, наверное, да, друзья? Вот он. Видите, какого размера? Фавионыч совсем маленький в этом Рогозе. Но, друзья, я все равно дойду до этих деревьев. По пути мы обошли практически вот эту всю такую заводь девственную со снегом. И надеюсь, что у нас что-то получится сделать, в том числе и со вспышкой. Я обязательно хочу это сделать. И сейчас увидел еще один ракурс. Сейчас вам покажу. Не лишним смочите мне горло моим лимонадиком. Но, друзья, бленда в этих случаях, она защищает не только от солнца, она защищает в том числе и от пыли. Поэтому пользуйтесь блендой, и будет все хорошо. Друзья мои, я слышу звук необычных больших птиц. Это не вороны. Я нашел ракурсы, я нашел даже уже диафрагму и выдержку, которая позволяет нам не выбить цвета и не сбить с тени. Но плюс к этому, вы знаете, я постоянно говорю, сегодня яркое солнце, надо было очки брать. Летит вертолет, я хочу попасть, чтобы вот эти облака и вертолет все довершили кадр целиком. Поэтому я вынужден сейчас отключиться. Надеюсь, что мне удастся это сделать максимально интересно и тактично.
Перемещайтесь по пространству, чтобы обнаружить новый ракурс. Смотрите, передний план, самый дальний план это Газпром вышка. Дальше вот это дерево, которое у меня арт составляло, оно на самом деле я под ним стоял. То есть те деревья, которые получились, они с другой стороны. Но я увидел еще один ракурс. Посмотрите, если бы был широкоугольник, а у нас же есть он, да? Давайте сделаем арт с помощью мобильной фотографии. Вот, я нашел некую позицию. Хочу показать вам процесс сам съемки. Надеюсь, что все это не развалится. Смысл очень простой. Мы находим контровой свет, закрываем дерево, тень, камера в тень, и затем дерево подсвечиваем. В результате получаем, во-первых, контровой свет, во-вторых, подсвечиваем дерево, очень яркий контровой, то есть получаем обратную вспышку. Обратная вспышка, такое видео. И подсвечиваем это с помощью классической вспышки, мез в данном случае, 58-й. Не обращайте внимания, что здесь вторая вспышка еще. Она вспышка многофункциональная. Сегодня мы будем испытывать еще какие-то режимы ее. Я буду снимать сейчас в лобовую, в обычном режиме. Максимально закроюсь, поставлю 5.6 классический и поставлю зум 75-й. Вот 75-й зум, 70-й. И попробуем поснимать в контровом освещении. Пока тень не ушла совсем. Разумеется, с видоискателем. Потому что в контровом вы не сможете контролировать без видоискателя. Я вижу, что на 5.6 уже прорабатывается силуэт дерева. Но я хочу, чтобы часть вот этих лучей округлых, она появилась в кадре. Если полностью закрыться глубоко на 13, например, то можем получить лучи света. Это тоже создает некий эффект, некое погружение. Поэтому вспышка на контровом свете, она интересна. Меня тут преследует эта птица. Я уверен, что это та птица пестрая, о которой я говорил. Она постоянно изучает, она видно ей любопытно. Вон она летает здесь. Попробуем, может, ее поснимать тоже со вспышкой. Если удастся, конечно, ее поймать. Я имею в виду в кадр. Сейчас нам придется... Мы не будем обходить, мы пройдем, попробуем через вот эти заросли. И, может быть, что-то там увидим красивое действительно. Надеюсь, не повредим ничего из техники. Друзья, прежде чем отправиться в путь, чтобы каждый раз не отстегивать вспышку, я просто расширил пространство, убрал все перегородки. Теперь у меня фотоаппарат со вспышкой поместился в этом замечательном F-100 Бруклин. Да, друзья, блесна, говорю. Весна близко, друзья. Смотрите, уже верба распускается на острове. Двигаемся с вами путь. Может быть, и птичку найдем. Вылетит птичка. Ну, мои, в принципе, ожидания меня не обманули. Видите, все-таки здесь снега больше гораздо на кустах. И поэтому какие-то интересные ракурсы мы сможем найти. А осталось только найти действительно единственный проход к этому дереву, который и послужил артом. Ну, попробуем, посмотрим. Надеюсь, что не провалимся нигде. А у вас будет возможность прогуляться вместе с Фувионычем по этому прекрасному месту. Может быть, по пути увидите какие-то интересные ракурсы. Потом напишите в комментариях, что я бы остановился, например, и сделал бы вот здесь фотографию. Павел Март наверняка бы здесь фотографию сделал. Я даже не сомневаюсь. Моя первая батарейка, кстати, заканчивается, поэтому сейчас будем менять. Заодно поснимаем на вот эту мобильную камеру. Я рассказывал вам, что на нее можно также делать фотографии. Обратите внимание, какая тишина здесь. Только снег иногда падает с веток. Тогда его слышно. Вот еще одна заводь. Как раз с тем деревом, где вокруг у меня дрон летал. Точнее, нет. Это только дерево, которое нам, может быть, и составит. А возможно, нет, друзья. Возможно, сейчас мы найдем этот ракурс,
которые я делал. И все станет на свои места. Смотрите, как интересно, да? Мне казалось, что я снимал от этого дерева. Я был уверен, что я снимал от него. А сейчас я не узнаю ракурсы совершенно. Я вижу какие-то новые, необычные ракурсы. Удивительно. Каждый раз все по-новому. Давайте попробуем. Вертолет пока летит. Друзья, вот мы и прибыли на это место, которое в корне изменило мое восприятие и людей, которые смотрят мои работы. Произошло это 30 числа 2021 года, декабря. И мы сегодня начинаем как раз отсюда, с этого места. Если вам интересно, чем оно так увлекательно, чем фотография, вообще арт-фотография так увлекательна, то я думаю, что вы не останетесь равнодушны и возьмете какой-то фотоаппарат или телефон и начнете снимать или фото, или видео, или все вместе. Вот это место, откуда я делал этот арт замечательный, который в этом месяце уже в галерее «Фотография года март» на одной из площадок фликера Breathtaking Away. Про продвижение во фликере я записывал множество роликов. Тут какой-то наговорил хуёвый, да, очередной раз. Опять на дерево полез. Ты где там? Ты где там? Ты что туда забрался-то? Что там думаешь? А для вас места нет, вы теперь будете. Что себе нашел? А, понятно. Теперь понятно, почему он туда лез. Он там Отличная головка от штатива. Хорошая. Подошел к итогу некоторому наш сегодняшний поход. Сегодня у нас вышка МЕЦ, Sigma Favion. Мы сегодня поснимали в контровом свете. Но я подойду к этому деревцу, конечно, обязательно поклонюсь ему, скажу спасибо за то, что он построил такой ракурс. Но в довершении всего, конечно, пожелаю вам всего хорошего. И будьте здоровы, как говорится. Не болейте. Но это еще не все. Сегодня это воронье дерево нам много ракурсов новых подарит, надеюсь. Друзья, пейте здоровый лимонад. Будьте здоровы. О, сразу энергия появилась. Любите деревья, не обижайте их, и они ему подарят не только красивейший арт, но и здоровье в том числе. Я до этого дерева в тот раз так и не добрался, но надеюсь, в этот раз у нас тоже что-то получится. Мы сейчас вернемся на бобровую стоянку, где я снимал. У бобров брал тогда на прокат штатив. Сегодня мы тоже не брали его, поэтому вернемся, поблагодарим бобров и будем возвращаться. Я говорю, чем хороша ветровка, застегнул вот так молнию, все пуговицы застегнул, она уже в штормовом варианте. Большой карман, в который все помещается, все камеры, все, которые сегодня брали, все штативы наши замечательные. Ой, ложку еще не испытали, но это впереди. Вот такой у нас сегодня круговой путь. Хотите вот такой ракурс? Солнце уходит в бок, поэтому будет тень у нас по дороге. Давайте попробуем подойти поближе, увеличить его и подснимем в другом ракурсе. Вот здесь, видите, тоже кто-то искал. Судя по птице, да, птица. Вот как это выглядит, дерево отсюда. Идем по следам. Может стать и бобровым. Вполне возможно. Здесь, кстати, вот уже лед. Здесь уже береговая линия. Она подтаивает. Здесь течение есть, поэтому следов много, кстати, свежих. Да, думаю, что бобер здесь живет. Так что мы его поблагодарим, друзья, за предоставленный в тот раз вот этот, видите, куст отломанный. Это я отламывал. Но здесь, правда, срезано. А может, и срезал. Делаю из него штатив. Друзья мои, прежде чем подвести краткие итоги, но это только краткие итоги, это первая моя проба в этом месте с подсветкой деревьев в яркий солнечный день. А вы знаете, что все равно холодно, руки мерзнут или еще что-то. И для этих целей я рекомендую вот такой имбирный лимонад, который я сам делаю. Вот, он еще горячий, поэтому мы сейчас прикрепимся. И, может быть, увидим этих красивых птиц, которые я сегодня слышал.
А может они придут на мой зов? Как вы думаете?